8 августа 1970 года экипаж 88-го летного отряда был назначен для выполнения 4 рейсов: Львов-Симферополь, Симферополь-Винница, Винница-Симферополь и обратно Симферополь-Львов. На борту самолета находилось 107 пассажиров и 7 членов экипажа. Рейс выполнялся на самолете Ан-10. Взлет в аэропорту Львова был произведен в 15 часов 20 минут. Выполнив 2 первых рейса, экипаж приступил к третьему и произвел взлет в аэропорту Винница в 20 часов 20 минут. Уже в 20 часов 32 минуты экипаж доложил пролет траверза контрольного пункта Ободовка на эшелоне 5400 метров. После его пролета экипаж обнаружил появление дыма в кабине пилотов и почувствовал запах гари, напоминающий горящую изоляцию. Бортмеханик вышел в первый салон и обнаружил, что дым идет из щелей панели на потолке, и немедленно вернувшись, доложил об этом командиру экипажа. По команде командира экипаж перешел на аварийное электропитание, приступил к снижению скорости, уменьшив режим работы двигателей и выпустив шасси, и начал экстренное снижение. Доклад о происшествии диспетчеру Кишинева был сделан своевременно, в 20 часов 37 минут. В процессе снижения на высоте 4000 метров второй пилот выключил отбор воздуха от всех 4 двигателей и разгерметизировал самолет. Включением тумблера аварийный сброс давления. Поступление дыма в кабину прекратилось. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Кишинев. Убрал шасси и с разрешения диспетчера продолжил снижение до 2400 метров. В 20 часов 40 минут раздался резкий хлопок. Второй пилот и бортмеханик увидели, что горит 4-й двигатель. Командир приказал зафлюгировать его винт и разрядить 2-ю и 3-ю очереди системы пожаротушения, так как после автоматического срабатывания 1-й очереди пожар не был ликвидирован. Одновременно командир стал разворачивать самолет влево, в сторону ровной местности, пригодной для вынужденной посадки. В 20 часов 43 минуты на высоте 800 метров пожар был полностью ликвидирован. Командир изменил свое решение о вынужденной посадке вне аэродрома и решил следовать в аэропорт Кишинев, доложив о своем решении диспетчеру. Командир получил удаление 80 километров севернее Кишинева и взял курс на аэропорт, получив посадочный курс 270. Погода была ясная, видимость более 10 километров. В процессе дальнейшего полета бортмеханик обратил внимание командира на то, что давление в правой гидросистеме упало до нуля, а в левой до 70 кг кубических сантиметров, а количество масла в левой системе осталось 10 литров, что могло вызвать самопроизвольный выход воздушного винта 4-го двигателя из флюгера. В 20 часов 49 минут на удалении 55 километров от аэропорта на высоте 720 метров винт вышел из флюгера. Возник резкий кренящий и разворачивающий моменты вправо. Для их компенсации члены экипажа с большими усилиями отклонили рули полностью влево, а для избежания потери скорости увеличили режим работы двигателей до взлетного. Поскольку в этом случае полного расхода рулей для парирования кренящего и разворачивающего момента было недостаточно, режим работы 1-го двигателя был уменьшен. Самолет продолжал полет в сторону Кишинева со скоростью снижения 2 метра в секунду и скоростью полета 340 км в час. Убедившись в невозможности безопасного полета, в 20 часов 52 минуты командир произвел вынужденную посадку на кукурузном поле в сумерках. Через 24 минуты после захода солнца и за 12 минут до наступления полной темноты. С воздуха подобранная ими площадка казалась ровным зеленым массивом. В действительности же на месте приземления, перпендикулярно курсу посадки, проходила ложбина, скрытая 2-метровыми посевами кукурузы. После первого приземления на фюзеляж, самолет перескочил ложбину, ударившись фюзеляжем 2-й раз об ее противоположный край, и затем продолжил движение по неровному грунту. Самолет остановился
в 275 метрах от места первого касания, развернувшись вправо по направлению движения примерно на 90 градусов. В процессе движения он получил значительные разрушения. Нижняя часть фюзеляжа разрушилась и оторвался четвертый винт. Пассажиры были эвакуированы усилиями экипажа в течение 12 минут. В результате разрушения пола пассажирского салона одна пассажирка получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу. Еще 3 пассажира получили тяжелые ранения. Штурман, бортрадист, 1 бортпроводник и 19 пассажиров легко ранены. Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали. Причиной катастрофы стал отказ и пожар 4-го двигателя вследствие масляного голодания подшипниковых узлов. Уход масла из маслосистемы двигателя произошел в подкапотное пространство. Наиболее вероятное место утечки – разъем крышки фильтра редуктора с лобовым картером. В дальнейшем, после проведенных исследований, в НИИ гражданской авиации была установлена истинная причина возникновения масляного голодания, и вина с технического персонала была снята. Причиной отказа двигателя являлось разрушение ролика подшипника турбины из-за его масляного голодания вследствие перекрытия жиклерных отверстий форсуночного кольца продуктами разложения масла – коксом. Таким образом, коксование масла в узле ролика подшипника турбины является конструктивным дефектом двигателя АИ-20 и не зависит от типа самолета.